Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Приветствую всех на канале Айрони. Сегодня мы говорим о женщинах-стрельцах. В каждом видео я повторяю, что это мое хобби – наблюдать за проявляющимися чертами характера по солнечным знакам. Я не профессиональный астролог, хотя, кто знает, может, займусь этим профессионально. Но вы слушаете, сравниваете, развлекайтесь, в общем. Я буду подглядывать записи, естественно, чтобы ничего не упустить. Значит, кто у нас такая женщина-стрелец? Это мужчина в женском обличии. Даже женственная, нежная на вид, но ее нутро, душа и тело соткана из мужского материала. В общем, это женщина, сотворенная из мужской плоти, то есть из мужского материала полностью. Они хотят держать ситуацию всегда в своих руках, все бразды правления. Она имеет перед своим внутренним взглядом совершенно точное представление схемы ее жизни. Она знает точно, чего она хочет, и может в прямом смысле требовать этого от мужчин. Это пищат птички, не обращайте внимания. Вот если она поставила цель выйти замуж за конкретного человека, то такое впечатление, что она дает себе для достижения этой цели какой-то определенный период времени и может даже потерпеть, вот если ее что-то не устраивает, лишь бы все срослось. У нее такое поведение, потому что она первое время как-то стесняется своего возлюбленного. Но если в этот срок она не уложится, то с сожалением оставляет объект и идет дальше. Типа у нее такое условие: либо женись, либо я ухожу. В сексе то же самое. Она как будто соревнуется в скорости и продолжительности акта с мужчиной, но она сама по себе страстная натура, поэтому, в принципе, такое поведение для нее нормальное. Считается вообще, что она и так окружена мужским вниманием, и замуж не хочет, и стремится оставаться свободной, чего я лично по своим наблюдениям подтвердить не могу, потому что, по моим наблюдениям, они видят свою жертву, жертву в том плане, что свой выбор, да, кого они хотят, и наоборот хотят за него замуж. Выбирают мужа или партнера очень тщательно. И несмотря на то, что для них любовь очень важна, именно любовь, чувства, а не материальная сторона, так сказать, будущего мужа, она, тем не менее, смотрит на внешность, она учитывает, что представляет собой его семья, как там все устроено, и это должно ей нравиться. Если она себе уже нарисовала свое будущее и планы сорвались, то она очень сильно будет переживать по этому поводу, потому что она уже это в себе представила, но переживать она будет недолго. И таким образом, вот ища именно идеального партнера для себя, она может перепробовать много разных и тестировать их на пригодность быть ее женихом. Где живет женщина-стрелец, у них в этой семье проявлен матриархат. Мужчины дома убирают, как правило, готовят и слушаются ее. Либо надо нанимать уборщицу, няню, домработницу, потому что убирать это вообще не про нее. Они спокойно жить не могут. Они очень бурные на эмоции, громкие на эмоции, но по ним всегда видно, что в данный момент они переживают. Вот если меня спросить, я вот их очень хорошо вижу работниками театра, причем драматического театра, где надо очень ярко переживать все эти сцены. Она не переносит, когда ей делают замечания, что она, например, громко говорит или смеется, но на сцене, наоборот, это супер применимо. Они сами по себе такие суетные, бывают фигура здесь, фигура там, авантюристы и смелые женщины, точно так же, кстати, как и мужчины. Она может легко подписаться на какие-то скалолазания, полететь там, я не знаю, на вертолете, дельтаплане, прыгнуть с парашютом или нырнуть куда-то вот в опасное место. Может сплетничать о ком-то, о ней ничего плохого говорить нельзя. Они могут приврать что-то ради красного словца
или цели, но и это вот приврать, это в плане приукрасить, а не лгать. И это нужно для достижения какого-то эффекта, а не умышленно там кому-то говорить неправду. Сами ненавидят вранье других, свое мнение также она говорит очень честно, выражает, даже если оно не всем приятно. И если она сама что-то такое вдруг совершит, ну, не очень хорошее, не сможет молчать. Вот ей захочется, да, в принципе, и хорошее, и плохое. Ей захочется поделиться вот именно тем, что она сама переживает, и она все расскажет так, как есть, ничего не тая. Хотят выглядеть хорошими и правильными, и для этого внешне следят тоже за собой. Они оптимистично смотрят на жизнь, потому что у них Юпитер, ну, они под Юпитером. Они дружелюбные, общительные и такие же наивно и бездумно иногда открытые. Женщины-стрельцы, точно так же, как и мужчины-стрельцы, могут сказать правду в лоб и делают это, никак не учитывая чувства и реакцию того, кому они это говорят. То есть, другими словами, они могут это сделать совершенно прямо, бестактно, и потом искренне удивиться результату их фейерверка правды, которая в обществе иногда неуместна совершенно, и могут офигеть от того, что кто-то еще этим действием их таким честным недоволен. Вуалировать правду они не умеют и не собираются вообще никогда этого делать. Они могут так сказать, типа, ой, как ты ужасно растолстела, но зато новая стрижка тебе очень хорошо идет. Или как ты хорошо выглядишь, несмотря на то, что тебе уже там 65 лет. То есть потом они осознают вот этот негативный эффект своего поведения, которое может подпортить им бережно, на их взгляд, собранную, наработанную репутацию приличной женщины, подруги, коллеги, и начинают старательно извиняться. Причем делают это не наигранно, а абсолютно от души, потому что они понимают, как бы, ну, что они ранили, но про себя думают что-то типа «бес меня попутал» и так далее. Но это касается в основном отношений между женщинами. С мужчинами она ведет себя на равных. Я думаю, что они даже чувствуют вот себя, в себе этот вот мужской стержень, и им легче общаться все-таки с мужчинами. Есть типажи, которые вот с сигаретой во рту могут и крепко ругнуться, но есть и нежные, очень нежные на вид женщины, обманчиво нежные, в общем. То есть они могут быть, даже как правильно сказать, они не то что обманчиво нежные, они действительно нежные, но у них вот этот стержень проявляется мужской. Женщины-стрельцы, они кокетки и любят видеть и осознавать, что они привлекательны. Им не надо этого, ну, как бы отношений, если у них есть муж, но они обращают на это внимание. Им это приятно, могут себе позволить немного пофлиртовать, не только по телефону, но и в жизни. И они не такие, что глупо могут, значит, углубиться в этот флирт и там зайти далеко, если только они сами не свободны. А если они свободны, то в любом возрасте, и в 70, и в 80 могут закрутить с мужчиной, и его возраст тоже не помеха. Они не любят работу с точными временными рамками, там с 8 до 5, например, да, им свободный график нужен. Они могут неделю спать или заниматься другими какими-то делами, копить энергию и за час сделать работу в срок и сделать ее хорошо. А вот начальницами они, как правило, быть не хотят, хотя им предлагают. И не хотят брать излишнюю ответственность на себе. Им важнее быть более свободными, если что, лучше уволиться, поменять работу или заняться своим делом. Главное, чтобы было что-то интересное для них. Но зато они легкие на подъем, быстро могут рвануть куда-нибудь, вообще могут быть непредсказуемыми, сделать то, что от них никто не ждет. Поэтому им хорошо работать в сфере путешествий. Они любят работать с языками. Это вот, кстати, очень хорошо проявлено. С языками, речью, писать, много читать. Они вообще вот из серии лингвистов. Они могут стать педагогами и психологами, но когда лично не заинтересованы, чувствуют они проблемы людей. То есть они, если в этом человеке, как в своем партнере, не заинтересованы, они могут прочувствовать его и помочь ему, как психолог. Но лучше всего им куда-то ездить.
вот самим мир смотреть и другим, допустим, о нем вещать. Например, как гид, как блогер какой-то. Я их могу очень хорошо представить в озвучке аудиокниг, например, да, или какой-нибудь книжной сфере в издательстве. Также считается, что вот, например, им мода не очень-то и важна, и интересна, и я знаю таких женщин-стрельцов, которым абсолютно все равно, как они выглядят, что они на себя одели, ну реально, вот абсолютно без разницы. Но хочу сказать, что большинство как раз-таки моду любят. По моим наблюдениям, если женщина чувствует себя привлекательной, сама себя, то очень даже могут потратиться на одежду, причем на красивую, дизайнерскую, она будет реально хорошей, интересного кроя. Они сами будут следить за собой с ярким лаком на ногтях. Она может одеваться ярко, пестро, но интересно. И они используют какие-то обязательно такие вот интересные украшения. Дома очень любят какие-то вечеринки, собирать друзей и чем-то интересным, самой приготовленным угощать, говорить, смеяться, общаться. И муж не должен ее ревновать, если она с кем-то из мужчин дружески целуется или обнимается. Она реально делает это без задних мыслей. А вот какие мысли у тех мужчин, это уже под вопросом. Может быть все что угодно, потому что она выглядит привлекательной. Что там зародится у нее в голове, непонятно. Но после этих посиделок кто-то должен эту грязную посуду и все остальное убрать, и это будет не она. Какая ассоциация идет у меня с женщиной-стрельцом? Она такая мелкая девчонка, ищущая приключений, заводила, которая компанию из своих друзей, преимущественно мальчишек, пока родители, например, беседуют и жарят шашлыки на природе, отведет на речку кошачьими тропками и заставит всех прыгнуть с мостика в воду, даже тех, кто боялся, уверяя, что это очень легко и интересно. А потом также быстро и незаметно приведет их обратно к родителям. И если кто-то спросит, где были, спокойно ответить: ныряли в реку. Вряд ли кто-то подумает, что это правда, и не придаст этому значения. Но ее это уже не будет интересовать. Вот так вижу я вас, девочки-стрельцы. Буду очень рада, если вы в комментариях напишите, так ли это, если вы сама стрелец, или прочитать комментарии, если у вас в семье есть стрельцы, или это ваша подруга. Так что пишите ваше мнение, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. С вами была Наташа, до новых встреч, пока!